Сегодня мир потерял легенду. Дхармендра – актер, чьи роли навсегда остались в сердцах миллионов, чья харизма покорила весь мир, ушел из жизни. Фильм «Зита и Гита» сделал его именем, которое невозможно забыть. Но кто был этот человек за кадром? Мальчик из тихой деревни, юноша с мечтой, мужчина, чья сила и обаяние оживали на экране, его жизнь была полна тайн, эмоций и судьбоносных поворотов. И что с ним случилось на самом деле, мы раскроем. Сейчас же мы вспоминаем Дхармендру таким, каким он жил и вдохновлял миллионы, ярким, настоящим, легендарным. Он родился в декабре 1935 года в далекой деревне Насрали, в Пенджабе, в простой, но теплой семье. Его отец, школьный учитель, и мать, Садвант Каур, привили ему любовь к честности, трудолюбию и порядку. Среди братьев и сестер маленький Дхарам рос наблюдательным, любопытным и уже тогда отличался необычной энергией. С ранних лет он чувствовал, что мир за пределами деревни манит его и зовет к большим мечтам. Ему казалось, что где-то там, в городских огнях, ждет его судьба. До 7 класса Дхармендра не смотрел фильмы, запрещал строгий отец. Но, увидев однажды картину с Дилипом Кумаром, парень пропал навсегда. Родители испытали шок, узнав о решении сына стать артистом, но мать все же посоветовала обратиться к режиссерам из Бомбея. В поисках своего места в кино молодой Дхармендра принял участие в конкурсе журнала «Филмфар», который искал новые лица для экранов Болливуда. Среди сотен претендентов его заметил продюсер Арджун Хингарани и предложил контракт на фильм «И жизнь, и сердце для тебя». Условия были скромными: всего 51 рупия за съемки, ежедневный завтрак с чаем и тостом в местном кафе. Но для Дхармендры это была возможность показать талант, за который последовал путь к славе, который сделал его легендой индийского кино. Фильм «Цветок и камень» 1966 принес ему первый настоящий успех. Внезапно мальчик, который когда-то смотрел на мир с любопытством, стал героем, которого узнала вся Индия. С этого момента Дхармендра больше не был просто новичком. Он стал человеком, способным превратить экран в поле битвы, любовь, юмор и драму в магию, которой нельзя противостоять. Мир впервые увидел настоящую магию Дхармендры в фильме «Зита и Гита». Он был остроумным и смелым, мягким и непреклонным одновременно. Каждый его взгляд, каждая улыбка на экране завораживали зрителей, заставляя смеяться, переживать и верить в него. Этот фильм сделал его именем, которое невозможно забыть. Именно тогда Дхармендра стал настоящей иконой, человеком, чьи роли навсегда вошли в историю индийского кино. Его энергия, харизма и сила экрана были неоспоримы, и миллионы зрителей это почувствовали. В 1954 году, задолго до громкой славы, Дхармендра женился по выбору родителей на Пракаш Каур, простой женщине, далекой от мира кино. Ему было всего 19 лет. Сначала жизнь шла своим, почти незаметным путем. У них родились 4 детей, 2 сына, Санни Деол и Бобби Деол, и 2 дочери, Виджета и Аджита. Пракаш всегда оставалась вдали от огней студий, занималась домом и детьми, пока Дхармендра шаг за шагом шел к вершинам киноиндустрии. И вот, судьба приготовила встречу, которая изменила все. В 70-х годах, уже будучи признанным актером, он познакомился на съемках с Хемой Малини. Их совместная работа и экранная химия стали началом новой истории. Когда первая жена отказалась давать развод, Дхармендра принял ислам и по законам этой религии взял себе вторую жену, не разводясь с первой. В 1980 году они поженились, и у них родились 2 дочери – Эша и Ахана. Жизнь не была простой сказкой. После второго брака супруги почти никогда не жили вместе. Хема с детьми, Дхармендра преимущественно с первой женой и детьми. Так устроилась их жизнь, сложная, нестандартная, но наполненная смыслом. Несмотря на осуждение общества, каждый жил по-своему, стараясь быть рядом с теми, кого любил.
Дхармендра оставил после себя не только фильмы и легендарные роли, но и семью, ставшую продолжением его жизненной силы. Его дети унаследовали часть его харизмы, таланта и энергии, каждый выбрав свой путь, но так или иначе связанный с миром, который он любил. Сыновья Санни Деол и Бобби Деол пошли по стопам отца и стали известными актерами Болливуда. Санни прославился ролями героев с сильным характером, которые борются за справедливость, и сам стал символом мужества и силы на экране. Бобби выбрал более разнообразные роли, экспериментируя с жанрами, но сохранил ту харизму, которая передалась ему от отца. Дочери от первого брака, Виджета и Аджета, выбрали тихую, семейную жизнь, оставаясь рядом с родными и поддерживая семейные ценности, которые Дхармендра всегда ставил выше всего. Дочери от второго брака с Хемой Малини, Эша и Ахана, связали свою жизнь с творчеством. Эша стала актрисой, продолжая династию на экране, а Ахана выбрала работу за кулисами, участвуя в продюсировании и развитии проектов в кино. Для Дхармендры семья была не просто опорой, она была его наследием. Через детей он продолжает жить в мире, который сам помог сформировать. Их успехи, выбор и стремления стали доказательством того, что легенда не умирает. Она передается и живет в каждом, кто идет по его пути, вдохновленный его силой, трудолюбием и страстью. Мумбаи. Конец осени 2025 года. Легенда Болливуда, человек, который десятилетиями покорял сердце миллионов, почувствовал слабость, дыхание стало тяжелым, силы уходили. В начале ноября его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Белые коридоры больницы, мерцающий свет приборов, заботливые руки врачей, новый мир для героя, который привык покорять экраны. После нескольких дней лечения он вернулся домой, в привычный мир семьи и любимых вещей. Но годы брали свое. 24 ноября 2025 года он тихо ушел из жизни, буквально за несколько дней до своего 90-летия. Дом наполнился тишиной и горем, но также благодарностью за яркую жизнь, за сотни ролей, за эмоции, которые он подарил миллионам зрителей. Его тело ушло, но энергия осталась в фильмах, сердцах и легенде, которая живет вечно. Легенда не умирает, она остается в каждом кадре и каждой улыбке, которую он подарил миру. Дорогие зрители, сегодня мы провожаем легенду, человека, который покорил сердце миллионов. Дхармендра не просто актер, он символ эпохи, силы, мужества и настоящей страсти к жизни. Его улыбка, харизма и фильмы останутся с нами навсегда. В каждом кадре, в каждой сцене мы будем вспоминать его силу и вдохновение. Помните, настоящие легенды не уходят, они живут в наших сердцах, в воспоминаниях и эмоциях, которые дарят нам их истории. Давайте вместе хранить память о Дхармендры, делиться его наследием и вдохновляться его жизнью.